Всем привет. Один бизнесмен долго искал себе хороших продажников, пока не встретил старого друга. Тот ему предлагает. Есть у меня классные, но у них один недостаток, они людоеды. Первый подумал, прикинул расклад и согласился попробовать, мол, буду следить за ними. 3 месяца новые работают, все прекрасно, продажи растут как на дрожжах. Вдруг пропадает уборщица. Поднимается шум и их разоблачают. Сидят они грустные. И один такой говорит другому. Вот говорил я тебе, не надо было бабу Маню-то трогать. Жрали спокойно себе отдел маркетинга, никто внимания не обращал. Всем привет, дорогие друзья. Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Games. Сегодня мы начинаем прохождение Alan Wake The Lake House, нового дополнения к игре Alan Wake 2, который называется Домик у озера. Так, посетите исследовательский объект Федерального бюро контроля и распутайте клубок тайн, угнездившихся внутри. Загрузить эпизод. Дополнение только-только вот вчера вышло. Естественно, никакой озвучки, ничего нет. Блин, какая же графика классная. Бюро не впервые в Брайт Фоллс. Мы были здесь в 70-м, 76-м, 78-м, последний раз в 2010-м. События происходят здесь почти как по расписанию. В этом городе их куда больше, чем в большинстве других. Мы знали, что очередная активность озера — лишь вопрос времени. После АМС в 2010 году исследовательский отдел ФБК создал новое предприятие — Домик у озера, чтобы изучить зону соприкосновения в озере Колдрон и найти способ сдерживать сущность внутри него. Вот куда уходят наши налоги. Когда мы обнаружили всплеск паранормальной активности на озере Колдрон, до того, как я узнал, что вы занимаетесь этим делом, Сага, я сразу отправился в домик у озера. Команда у меня была небольшая, я надеялся, они смогут помочь. Может, поделиться какой-то полезной информацией. О, если бы я только знал, что нас ждет, Сага, но я просто продолжил путь. Это агент Киран Эстевис. Я отвечаю на сигнал об АМС, произошедшем поблизости. Мне нужно поговорить с Мормонтом. Да уж, теплое приветствие. Это та полицейская в полицейском участке. Установите периметр. Прямо у зоны соприкосновения, так что будьте начеку. Да, мэм. Ноги надо пошире расставить, чтобы выглядело наиболее устрашающе. Так. У нас сегодня есть что попить. Дополнение к роману. Домик у озера. Так, сегодня у нас что? У нас сегодня Актибо. Hard Energy. Тутти Фрутти. Я уже такой брал. В принципе, мне понравилось. Очень вкусный. И тут повышенное содержание кофеина. 35 миллиграмм на 100 миллилитров. Должно бы взбодрить, я тебе дам. Тоже очень сладкий вообще. Так. Ну, пойдем. Так, осмотреть домик у озера, поговорить с докторами Мермонт, войти в домик у озера. Личная ключ-карта Эстевис, удостоверение агента ФБК. Ага, все-таки управимся по-быстрому. Увидите что-нибудь, выходить на связь. Принято. Не, все-таки, смотрите, графика-то классная. А я думал, действительно, что графика не очень.
в игре. Домик у озера находился в ведении департамента исследований. Отдел исследований и расследований друг с другом не ладят. Науку, в их понимании, я считаю нарушением протокола Бюро морали. Классические разборки между департаментами. Вы отлично знаете их. Возможно, Возможно, мое невысокое мнение о департаменте исследований повлияло на оценку происходящего. Так, 2 фонарика, 24 патрона. Так, фургончик. Так, сюда в дождь точно нельзя лезть. Так, ну пока мы идем вот сюда. Страшающая музыка. Автоматические двери. Эй, агент Киран Эстевес, департамент исследований. Никто случаем не хочет впустить особу с огнестрельным оружием в правительственное здание с ограниченным допуском? Нет? В отчете я об этом точно упомяну. Приветствую. Вот и начался очередной увлекательный день в домике у озера. Как вы наверняка знаете, я доктор Джулиус Мермонт, а это моя жена. Доктор Дайана Мермонт. И вместе мы руководим исследованием на этом объекте. Благодарим всех вас за участие в нашем новом исследовании озера Колдрон. Именно, Джулс, но наша увлекательная работа по регулированию зоны соприкосновения и сопряжению измерений не должна идти вразрез с мерами безопасности. Верно, Диана, как вы знаете, в домике у озера довольно строгие правила. Так что не забывайте про принцип 3 энностей. Безопасность, осторожность, цензурность. Правильно, цензура. Цензура. Ага, в этом и штука, Диана. Это просто, да черт бы тебя. Отличная шутка, Жюль, увидимся там. Have a nice day. Хорошего дня. Ага, очень разумный подход. Столик с кучей ящиков, опять кофе, херокс. Рамнус Дейли, стендап, но дулинг. Так, мокрый пол. Опять, походу, этот уборщик, который поет голосом Тилли Линдемана. Заперто. Так, пойдем посмотрим, что тут есть у нас еще. Так, это какой-то брифинг. Сейчас что-нибудь включим. Что там? Don't touch, не трогай. Ежедневный лейкхаус. Новости домика у озера. Хорошие новости. Шап-квартиры ни слова. Пирожок удался на славу. Нам же больше достанется. У нас есть кофе. День оленя уже на этой неделе. Плохие новости. Из штаб-квартиры ни слова. Замучила аллергия на орехи. Нет пива Ахма. Оно отличное, мне очень понравилось. Художник, неразборчиво. Кто-то стащил маркер с доски. Отпуски отменяются. Так, что там с проектором-то? Что-нибудь, может быть, можно включить? Нет.
Но я думаю, он еще проиграет что-нибудь. О, компьютер включенный. Офисов. Сопутствующие разработки. Доктор Джилс Мармонт. Мармонт. Доктор Мармонт не здесь. Здесь вообще никого. Придется спуститься ниже. Меняющиеся пароли, да? Так, отдел безопасности, технической поддержки, все отделы. Тема обновления политики в отношении сброса компьютерных паролей. Начинаем с 13 сентября. Все компьютерные пароли необходимо ежедневно менять из соображений безопасности. Мы понимаем, что это не идеальное решение. Постоянно запоминать новые пароли может быть непросто. Мы рекомендуем использовать один постоянный набор цифр в первой части пароля, к которому вы будете... Похоже, не работали на нижних этажах. Нужно спуститься ниже. Постоянный набор цифр в первой части пароля, к которому вы будете подставлять цифры, которые меняются каждый день. Попробуйте использовать важные личные даты, координаты и так далее. Не используйте дни рождения, текущую дату, номера телефонов. Не забывайте, что на данный момент длина пароля не должна превышать 6 цифр. Спасибо за соблюдение правил. Ага. Так, 14 сентября, 23 год, четверг. Научный факт дня. Хотя леди Ламар больше известна как актриса, в свободное время она также занималась изобретательством. В возрасте 38 лет она запатентовала систему для дистанционного управления торпедами. Вот, запомнить на 38 лет. Так, резюме исследования. Субъект R. Серия масштабных экспериментов показала наличие у субъекта врожденных паранормальных способностей, которые проявляются исключительно во время написания картин. На этих картинах изображены сюжеты и события, о которых подопытный не мог знать. Иногда на картинах изображены события, которые затем происходят в будущем. Эффект был неоднократно подтвержден. Средний показатель точности колеблется от 40 до 100%. Разброс обусловлен тем, что мы не можем точно утверждать, что ряд деталей на изображениях не проявится в будущем. Запрос на замену карты ключа. Заполните поля ниже, прежде чем отправлять форму в службу безопасности. После обработки запроса вам будет выдана новая карта-ключ. Причин замены моя карточка утеряна. Укажите здесь, если ваша карточка была украдена. Откуда я знаю, украдена она или утеряна? Может, вы засунете в эти карты микрочипы для отслеживания, если вам так важно, куда они пропадают? Я глава отдела исследований. Надеюсь, что новая карта будет на моем столе к концу рабочего дня. Так, логин, пароль. Какой-то постоянный набор цифр. А если... Так, 12 сентября. Эксперимент. Хорошие новости. Ну, 14, 23 и давай там 38 какой-нибудь. 14, 23, 38. Так, давайте. 1, 4, 2, 3, 3 и 8. Ладно, я думаю, мы еще увидим. Университет Бэрроуз по рекомендации факультета и в силу предоставления полномочий почетным советом университета Бэрроуз Джулсу Франсуа Мермонту присвоена научная степень доктора прикладных наук.
Предоставлены все соответствующие права и привилегии. Грамота за особые заслуги. В знак признательности его выдающиеся вклады в научную деятельность ФБК. Объявление о назначении. Отправитель доктор Каспер Дарлинг. Руководитель отдела исследований. Получатель доктор Джулс Мермонт. Так, назначен на должность главы отдела. Он разделит обязанности с Дианой Мермонт. Распоряжение вступит в силу после завершения строительства объекта 18 июля. Понятно. Моему новому другу, главе домика у озера, с любовью, Диана. Пароли, пароли, пароли. Важные личные даты, координаты и т.д. Так, важные личные даты, координаты и т.д. Важные личные даты. Ну-ка. Тут что-нибудь есть? 18 июля, 18:07. 18:07. Давай попробуем. Значит, 1:08:07. Пускай будет 14. Дальше 1:08:07. 38 там, да? 38. Да! Дверь отперта. Супер. Почта. Так, здравствуйте, коллеги. Не забывайте блокировать компьютеры, даже когда покидаете свои рабочие места, даже если отлучаетесь всего на 5 минут. Какой смысл в ежедневной смене пароля, если любой желающий может влезть в ваш компьютер, пока вы отключились в уборную? Брайан Лопес. Так, запрос на странице. Здравствуйте, доктор Мерман. Сотрудники проекта Арбутус прислали официальный запрос на возврат страниц. В рамках проекта ЖОСТЕР мы их не используем. Это общий исследовательский материал. Можно ли вернуть их Арбутусу? Так, годовой бюджет. Доброе утро. Дружеское напоминание. Предложение по годовым бюджетам нужно отправить до конца месяца. Каждую станцию просят предоставить подробный отчет, чтобы выявить области, затрат на которые можно сократить. Я готов выделить время, чтобы мы обсудили все как следует и составить план. С уважением, Гарри Кингстон. На встречу у меня времени нет. Просто возьмите прошлогодний бюджет, но удостоверьтесь в том, что часть средств пойдет на проект Арбутус, чтобы некоторые индивиды не порывались красть ресурсы с целью помешать конкурентам. Гарри, приношу свои извинения за трудности, которые создает моя супруга. Насколько я понял, она предполагает, что я претендую на бюджет ее проекта. Несправедливое и возмутительное обвинение, но уверен, вы это и так прекрасно понимаете. Я с радостью встречусь с вами, чтобы обсудить годовой бюджет. Разумеется, подобные задачи входят в компетенцию руководителя отдела исследований. Может быть, Диана перестала справляться с своими обязанностями? Иди нахрен, Джулс. Как насчет следующей среды? 4 сентября. ГК охрана. Так, дверь отперта. Отлично. Пойдем. Уже одна загадочка есть. А мы пойдем посмотрим, а что у нас тут есть. Опа. Такс.
Пригодится. А что я взял? Какой-то допуск, короче. Угу. Так, что у нас тут еще есть интересного? Срочное напоминание протокол безопасности для озера. Запрещена следующая рекреационная деятельность. Ограничения распространяются на местных жителей, сотрудников ФБК «Рыбалка», плавание, катание на любых транспортных средствах, использование воды в целях катания на водных лыжах, наблюдение за птицами с лодок. Так, данные действия влекут за собой примерно в таких процентах случаев. Если какие-нибудь из перечисленных ограничений вызовут у вас вопросы, обратитесь к... Так, недавно служба безопасности провела операцию среди жителей Брайт Фоллс и Уотери. Цель операции заключалась в оценке осведомления общественности и ее мнения о домике у озера и деятельности объекта. Следующая информация была получена путем тайного слушания и неформальных опросов. Зона вокруг домика у озера вызывает страх у местных жителей. Разумеется, это согласуется с намерениями бюро, объявившего зону опасной в связи с выбросами вулканических газов. Тем не менее, среди жителей ходят слухи о наличии в лесу государственного объекта, на котором работают безумные ученые, похищающие людей для опытов. Этот слух особенно популярен среди местной молодежи, и его близость к правде вызывает опасения. В худшем случае нас ожидает повышенный интерес с их стороны, возможно, даже вспышки агрессии, и существует вероятность, что в этом заключалась причина вторжения в домик у озера. Необходимые меры. Служба безопасности продолжит отслеживать разговоры молодежи. Если слухи не утихнут, может потребоваться создание оперативной легенды, например, поддельные вывески организации вроде Национальной вулканологической комиссии США. Так. Кто-то пончик не доел. И компы-то все старые. Это какие года-то, интересно? О, еще что-то есть. Так, сотрудникам ФБК новости «Старейший дом». Всем сотрудникам. Режим изоляции в старейшем доме продолжается. Статус директора Тренча, руководства и прочих сотрудников, находившихся в старейшем доме на момент начала изоляции, остается неизвестным. Наблюдатели обнаружили колебания в поле, источник которых, по данным на находился в старейшем доме. Поле набирает силу циклически, проходит через определенную последовательность каждые часов. Исследователи в бостонском офисе в настоящий момент анализируют полученные данные. Сотрудникам, располагающим информацией о сигнале, следует немедленно связаться с ними. Какие-то происходят аномалии, короче. Удобно. Так, я тут. Карта — это хорошо. Осмотреть домик и озеро, поговорить с кем-то на нижних уровнях. Так, ну что, все получается, да? Поехали. Ключ-карта уровня допуска. Вот мы что взяли. Ну что ж, поехали на минус первый этаж сначала. Как только я вошла в лифт, мой детектор плохих новостей зашкалил.
Эстевис, команде. В доме озера что-то происходит. Приказываю всем агентам... Черт! Что происходит? Класс. Агент Эстевис, доложите обстановку. Нарушение периметра на подуровне Б. Персонал надлежит немедленно в укрытие. Домик озера, чрезвычайная ситуация. Немедленно собраться у объекта. Осторожнее, О! Отставить. Ничего себе. Черт. Где этот гребаный лифт? Ладно, ладно. Задача номер 1 — включить свет. Торчать в темноте рядом с узлом Колдрон просто глупо. Установить электропитание, да. Под уровень 1, анализ. Что еще за хрень? Что тут так темно? Ага, такое смазали. Так. Приказ об исследовании. Домик озера упорно движется к цели. Здесь проводится исследование целого ряда тем. Недавно одно из исследований принесло неожиданные результаты. Изучение детских стишков, как вида искусства, проводимое доктором Кэмпбеллом под руководством докторов Мермонта и Мармонт, показал потенциал для связи с зоной соприкосновения на озере Колдрон. В результате руководители отдела исследований продолжат работу с детскими стишками. С этого момента она станет частью массива изысканий, проводимых в домике озера. Команды ученых будут проинструктированы о том, как использовать эффективные элементы детских стишков в своих проектах. Опять эти детские стишки. Так, доктор Кэмпбелл и его команда получат новое задание. Они продолжат работу над детскими стишками за пределами домика у озера. Возможные риски утечки информации, связанные с выполнением секретной работы за пределами объекта, были учтены и приняты с руководителями отдела исследований. Так, отчет о ходе эксперимента. Работал по созданию стабильной связи между нашей реальностью и... Идет хорошо, все команды сообщают о высокой вероятности успешного связывания. Недавние попытки использования картины, созданной субъектом R с целью изменения реальности для достижения наших целей успехом, не увенчались. Однако это позволило отказаться от непродуктивных исследований и сосредоточиться на гораздо более жизнеспособном направлении. Наша новая гипотеза такова: энергия зоны соприкосновения притягивает к произведениям искусства, содержащим значительный уровень эмоций, что в свою очередь усиливает их эффект изменения реальности. Это подтверждается недвусмысленной закономерностью в данных, полученных за последние годы. Если сможем идентифицировать и количественно оценить эмоцию, вложенную в отдельно взятое произведение искусства, наша работа значительно ускорится. Идет активная разработка устройств, способных измерять уровень эмоций в любом произведении искусства. Мы планируем сконцентрировать усилия исключительно на работах, созданных субъектом. Несмотря на то, что ни одно из его произведений не дало достойных результатов, кроме помощи в поиске страниц доказанный статус работника параутилита делает его творение удобным и доступным материалом для экспериментов. Полный отчет в досье. Блин, я бы, конечно, предпочитал, чтобы вот она берет бумагу, да, и какую-то краткую выдержку из него вслух говорит. Так было бы лучше. Панель контроль рум. Здесь должно быть и электричество. Без питания ни хрена не получится. Доктор Дарлинг. Зациклен на запись, что ли?
Темно, как в жопе. Так, боеприпасы. Ага. Быстрое сохранение. Конечно, надо сохраняться. Это... Так, тут пока ничего нет. М. Страшно ходить по этой лаборатории и не понимать, что вообще тут происходит. Power Core Storage. Тут сюда нам, наверное, надо. Так агентов ФБК не вооружают. Че, я пистолет какой-то нашел? С этой стороны не открыть. Ключ-карта Джулса. К сожалению, ключ-карта Джулса пропал вчера ночью. Очень жаль. И не на тему. Теперь у меня в кабинете валяется карточка с 3-м уровнем допуска и куча черного камня. Пришлось повсюду попрятать порошок из него на случай, если камень конфискуют. Следующие шаги — испытание оружия с использованием порошка из черного камня. Если пройдет успешно, может, стоит отправить схемы командам на других объектах. Вдруг повезет, и меня переведут куда-нибудь из этой дыры. Раз уж мне перепал черный камень, надо придумать другие варианты его использования. Помнится, в старейшем доме у одного исследователя было море идей вроде этой. Вспомнить бы еще, как его или ее звали. Забудьте карту ключа, оружие, изучая объект. Что это? Ох. Неужели нельзя было сделать эту штуку полегче? Куда мне ее надо тащить? Насколько я понимаю, оставался лишь один вариант. Обнаружить источник события, либо локализовать его, либо ликвидировать. И плохие новости. Лифт любил пропадать. Так, не понял. Что за подсказки? Так, перемещение, бег, камера, карта. Карта М. Ну, а я жму. Мне нельзя, да? Подождите. Куда идти-то мне? Может, я пока положу? Так, Power, что там? Pick up Power Core. Align Power Core with the receiving socket. Insert Power Core. Где карта, вашу мать? Я жму, а карты нет. Так, это фоторежим какой-то. Да не хочу. Фонарь. Боеприпасы, предметы.
Коробочка с батарейкой, перевязка, светошумовая граната. Попасть к месту эксперимента на подуровне 5. Надо понять, куда это деть. Херню. А то я сейчас тут пойду, на меня кто-нибудь нападет. Так. Ключ-карта с более высоким допуском. Так, ящички, это хорошо. Что это? Ничего? Класс. Пошутили надо мной. А тут? Тут тоже ничего. Блин, я тут запутаюсь сейчас. Картины непонятные. Темно, как в жопе. Так, а я тут был уже? Да, здесь я был. И здесь я был, мед пиво пил. О, вот сюда я не лазил. А сюда не получится у меня подолезть. Так, пойдем посмотрим. Вот там, наверное, таким цветом горит, типа... Стоп. Ну чё вы? Пустые-то все оставляете. Приемник электрогенератора. Если я включу его в сеть, что-то произойдет. Ну, пойдем включим. Других вариантов у меня один хрен все равно нет. Надеюсь, никого по дороге я не встречу. Страшно. Еще какие-то звуки, блин. Во-во-во. Слышали, да? Так. Забавная штука. Да будет свет. Хотя бы лифт вернулся. Блин, ощущение, что тут этот из фильма «Хищник». О, это типа островок безопасности. Хорошо, сохранились. Опа. Во-первых, огромное всем спасибо. Домик у озера добился удивительного прогресса в изучении АМС на озере Колдрон. Молодцы, коллеги. Я рад присоединиться лично и увидеть хоть работу собственными глазами. Мешаться не буду, это вовсе не проверка, так что не вздумайте бояться. Слышите, доктора Марвант? И пока я здесь, хочу обсудить связь тени и зоны АМС под озером. Теория, будто тень проистекает из измерения, с которым граничит зона соприкосновения, звучит убедительно. В будущем мне бы хотелось бы понять, как это измерение может притворять субъективные элементы сирич искусства в субъективную реальность.
Если граница у этого феномена, может ли оно, скажем, воплощать альтернативные предметы или даже предметные силы из художественных образов? Для точного анализа тени мы должны в этом разобраться. А название-то не особо научное, правда? Кто придумал тень? Итак, приветствуются любые мнения. В первую очередь о том, как энергия тени позволяет искусству менять реальность. Чтобы найти ответ, нужны данные, и много. Ошибок быть не должно. А по возвращению в старейший дом я прогоню все, что мы добудем через секретный проект Гидрон для сравнительного анализа. Жаль, не могу рассказать больше, там дух захватывает. Нефизические силы влияют на... Нет, пардон, правда, нельзя, совсекретно. Может, кто-то из вас допустит. Придется все оформить, конечно. Но день не резиновый, болтать некогда. Тень обнажает новый неизведанный пласт науки. И мне не терпится в него вгрызться. Светлое будущее, друзья. Светлое, друзья, будущее. Я вас понял. Так, а тут что? Так, тут что-то поменялось. То есть я сейчас зайду в какую-то локацию, в которую я не смог ранее зайти. По ходу дела так. Так, помните о безопасности. День пирога. Всем, кто, как и я, с нетерпением ждал наступления осени, я предлагаю отведать вкуснейших сезонных пирогов, которые я приобрел в полюбившейся всем нам закусочной. Участники проекта «Жостер» могут угоститься свежей выпечкой в приемной рядом с моим кабинетом. Всем остальным советую заглянуть в кабинет доктора Дианы Мерман. Быть может, вас там тоже ждет что-нибудь вкусненькое. Ой, вот и еще. Несмотря на все протесты, которые мне пришлось выслушать, в прошлом году я все же купил парочку пирогов с пеканом. Счастливой осени. Будьте людьми. Хотелось бы напомнить вам, что аллергия на орехи – это очень серьезно. Нашим коллегам-аллергикам неприятно, когда над этим подшучивают. Особенно, когда это делает кто-то из руководства. Приносить орехи в офис значит подвергать жизни людей в опасности. Это абсолютно недопустимо. Надеюсь на понимание. Запрос на страницы. Здравствуйте, Перри. Не отдавайте им страницы. Скажите Диане, этим придуркам из проекта Арбутус, что мы их потеряли. Досадная ошибка при архивировании. Скажите, что страницы наверняка будут найдены недели через 2-3, а сейчас мы слишком заняты плодотворной работой, чтобы заниматься поисками. Так и скажите, плодотворной работой. Пропал черный камень. На подуровне 5 пропало значительное количество черного камня. Наверняка это простое недоразумение, кто-то по ошибке отнес его на другой этаж. Если это были вы, ответьте на сообщение, мы решим проблему. Черный камень – ценнейший материал, поскольку доступа к старейшему дому у нас нет, его осталось совсем мало. Так, понятно. Ничего особо интересного, никаких ключей, паролей мы не взяли. Карта у меня будет доступна или нет? Тут, помню, был лифт. Правильно? Правильно. Почему карта-то не работает? Я что-то не пойму. Должна работать. Черт! Если вы меня понимаете, агент Федерального бюро контроля. Дерьмо, этот подход не работает. Куда мне идти? Не получается, кстати.
Пистолет не помогает. Ничего не выходит. Что это за твари, черт побери? Хорошо. Киран, не забывайте дышать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Привыкнуть к хрени, подающейся на этой работе, невозможно. Но ты усвоишь особые техники, чтобы приспособиться, чтобы нормально функционировать. 6 глубоких вдохов и за работу. Отыскать источник, закрыть зону соприкосновения. Ошибка. Подождите. И где я очутился? Это что еще такое? Вы понимаете меня? Я агент Федерального бюро контроля. Я помогу вам, если вы воздержитесь от враждебных действий в отношении меня, а также любых действий, которые могут восприняться как враждебные. Понятно? Впервые. Ну офигеть вообще. Что вы за создание? Убийца и жертва. Ярость. Вы умеете говорить? То есть, видимо, у вас остался эмоциональный отпечаток другого человека, или вы помните что-то о своей прошлой личности? Видим, вы бывший человек. Сойдет. Я только что пережил малоприятное столкновение с прочими нарисованными персонами. Вы как-то связаны друг с другом? 1000 картин. Цвета. Мазки. И что это значит? Рисовать. Автопортрет. Эй, успокойтесь. Пламя в его глазах, руках, костях. Немедленно прекратите враждебные действия. Так. А, карта вот здесь. А я не взял ключ-карту уровня допуска номер 3. Комната отдыха. Короче, надо вот сюда забежать и взять. Я и походу забыл. Тумблер, панель управления. На первый этаж. Злобно-живые картины на бинго озера Колдерн обычно не попадаются. В доме озера творилось что-то совершенно новое. Я не могла позволить феномену выплеснуться наружу. Брайтфолд прекрасно обошелся без этой вишенки и без этого дерьмовом торте. Под уровень 1. Блин. Где эта сраная ключ-карта? Неизвестно, наружу надо попасть. Запертая дверь. Хрен я туда приду, да.
Спокойно, спокойно, ребята. Я ухожу. Где лифт? Без толку. Черт, где лифт? Ух. Сохранение. Так, секунду. Так вот, я здесь должен быть у лифта. Куда я ушел? Лифт переместился. Неопознанные враждебные сущности. А куда он переместился? Так, ну пока они мне вроде ничего не делают эти. А, вот здесь лифт. Открывай быстрее давай. Так. Производство картин. Значит, сюда. Наблюдение. Под уровень 3. Я на этот этаж собирался. Долбанный лифт. Под уровень 3. Воссоздание рукописи. Ой, я куда-то не сюда приехал. Так, процесс отладки. Автоматическое печатающее устройство создает текст по образцу работы, известного по утилит Алана Уэйка, с целью изменения реальности, сопоставимого с эффектом текста в мир Старого Уэйка. Для достижения надлежащего уровня подлинности каждая страница произведения АПУ должна быть проверена и оценена по параметру соответствия оригинальному стилю мистера Уэйка. Страницы будут оцениваться по следующим критериям. Доступность для понимания – самый простой критерий. Язык и логика построения истории должны быть доступными для понимания, легко воспринимаемыми. Второй стиль. Страницы должны точно воспроизводить типичный стиль работы Уэйка. В качестве образца используются рукописи, находящиеся в распоряжении домика у озера. Тон повествования. Страницы должны точно воспроизводить типичное настроение работы Уэйка. Так. Содержание. Страницы должны точно воспроизводить типичное содержание работы Уэйка. После оценки страницы будут приобщены к алгоритму как образцы в целях непрерывного совершенствования процедуры создания текстов с помощью АПУ, пока устройство не научится писать истории, практически неотличимые от творчества Алана Уэйка. Когда цель будет достигнута, мы начнем давать АПУ конкретные задания, тем самым овладев способностью Уэйка использовать силу тени. Так, хотят они воспроизводить картины. Потому что Уэйк писал. Что это? А где субтитры? Слов в предложении. Максимум 12, минимум 1. Страница 671. Руководитель длинный слов сойдет за 2. Стиль содержит диалоги, рубный стиль от третьего лица всеведущего, пространственная хронология. Идеи сюжета, мормонты, ПБК, конфликт, вода. Рудольф Лейн отошел от полотна, не в силах узнать его. Неужели это
Его творение, его разум окутал туман. Мысли разбегались, он знал, что Мармота что-то подкладывает ему в еду. Человек в белом халате пришел, чтобы вернуть Лейна в камеру. Он не сопротивлялся, слишком устал. Он опустился на кровать, но не мог заснуть из-за вони, несло кислотой, скипидаром, краской. Вонь была повсюду, запах словно тянулся сквозь года. Тысячи прошлых картин, тысячи будущих, гниль от которой не отмыться вовек. Он ощутил, как туман в голове рассасывается, уступая место леденящей кровь ненависти. Он ненавидел картины, ненавидел кисти Мармонта в себя. Так, Алан Вейк вот это вот зачитывал. А тут что? Когда-то Диана и Джульс Мармонты были командой, восходящие звезды бюро. Каждый по-своему талантлив, Диана была новатором, а Джулс выбил финансирование. Они вместе добились уважения, стали напарниками. А спустя 10 лет усердной работы получили повышение руководителя отдела исследований. Первые годы в домике озера прошли замечательно, случались трудности, но ничего критичного, не для них. В их голову по капле просачивались мысли, темные как мутная вода. Почему ей приписывают весь успех? С чего они думают, что это его заслуги? И вот домик озера пошел трещинами. Мэрмонты и творение их рук источали заносчивость и хаос. Трещина ширилась, внутрь хлынула вода. Слов в предложении максимум 15, минимум одном. Страница 641. Так, стиль в центре персонаж Лейн, прошедшее время, рубленый стиль, активно использование прилагательных, четкая хронология. Идеи сюжета: Рудольф Лейн, краска, запах, Мармонта, ненависть, конфликт. Ничего пока не понятно. Шкафчики — это я люблю. Мой диктофон. 12 сентября 23 года. Заметки о странице из рукописи Алана Вейка обнаружены в архиве. Я сверил с записями, в описи этой страницы нет. Сдается, она оказалась сразу в домике у озера. Носить в описи эту страницу я не буду. Джулс от этого с ума сойдет. Написано совершенно в стиле Вейка, я не могу понять, называется она чудовищем буквально или образно. Называет он нас чудовищами. Одно точно интересно. Судя по этой странице, картине удалось соединить зону соприкосновения на озере Колдерн с нашим учреждением. Писательское мастерство всегда было более благодатной почвой, но я не думаю, что такая форма творческого выражения послужит катализатором нашего успеха. Я просто не могу с этим согласиться. Не хочу, чтобы Джулс обошел меня на пути к успеху. И для того я столько лет вложил в эти исследования. Утром мне сообщили, что в Брайт Фоллс прибыл 2 писателя. Я обойду Джулса на финишной прямой. Так, этот кто-то хотел их подставить, подсидеть. Организационные новости. С этого момента исследовательская деятельность в домике озера будет разделена на 2 проекта. Проект Арбутус сосредоточится на изучении текстов. Руководителем проекта назначен Диана Мармонт. Проект С. Жостер. На изучение его работы руководителем проекта назначен Джулс Мармонт. Персонал получит уведомления о приписке к тому или иному проекту и, возможно, переносе рабочего места. Мы призываем вас сохранять терпение в период реорганизации. Речь идет о секретной деятельности объекта, и следует обсуждать с агентами или командами, не работающими в домике у озера. Если у вас возникнут вопросы, просьба обращаться напрямую. Подпись Гарри Кингстон, администратор объекта. Это получается, они соперничали муж с женой по исследованиям? Наверное, так. Please wait here. Пожалуйста, ждите здесь. Куда подевался лифт? Page development. Ну чё, тут, короче, пусто. Опа. В доме у озера была трещина. Мормоны впустили воду в озеро, но она не могла течь. Она оказалась в ловушке, состоялась. Испортилась.
Здесь контролировали правду. Искусство не было искусством. Просто содержание для эксперимента. В доме озера была трещина. А, это повторяется. О, искусство не было искусством, просто содержать для эксперимента. Так, предварительный отчет. Давай выключим это. Тут какие-то даты. Наверное, какой-то пароль или что-то такое. Так, предварительный отчет обнаруженным Эдвард Франкенбукер. Родился в Нью-Йорке. Женат на Тамите Букер. Данные о детях или рожденцах отсутствуют. 10 сентября 23 года находился в Брайт-Фоллс, штат Вашингтон. Автор и постановщик 5 пьес без коммерческого успеха. Подверженные дети искусства. Подтвержденный. Определение писатель-драматург. Примечание. Согласно полученным инструкциям, проверка биографии проводилась в кратчайшие сроки. В результате информация в отчете не является исчерпывающей, может содержать ошибки. Так, предварительный отчет об обнаруженном. Родилась в Атланте. В настоящее время проживает в Нью-Йорке. Замужем за Эдвардом Франклином Букером. Данные о детях отсутствуют. Связи с околокриминальной активностью не обнаружено. Автор 3 коммерчески успешных книг в жанре криминальной документалистики. Первая публикация — сборник стихов без коммерческого успеха. Писательница, поэтесса. Согласно полученным инструкциям, проверка биографии проводилась в кратчайшие сроки. В результате информация в отчете не является исчерпывающей, может содержать ошибки. Так, тут больше ничего. Отлично, кофеечек. Сохранились. Тут есть что-нибудь? По-моему, в таких комнатах тут что-то было. О, ящички, да. А ящичек? Не пустой, хорошо. Извиняюсь. Вау. Печатные машинки. Надеюсь, я все неправильно поняла. Как вы уже поняли, печатные машинки на озере Колдерон всегда в беде. А тут целые комнаты набиты им, и клавиши стучат. Ну точно жди беды. Эта ключ-карта мне не поможет. О, тут открыто. А, 7 марта 2018 года. Заметки о докторе Эмили Хартмане. Он основал клинику на озере Колдерон, где путем обмана используют творческих личностей, чтобы получить власть над тенью. Я изучил его записи, конфискованное бюро после его ареста в 2010 году. Вообще дело Хартман вел отвратительно, полностью пренебрегал установленными научными методиками. Однако был достаточно смел, чтобы попробовать то, чего боялись другие. Все наши служебные механизмы для записи дела хорошие, но оценить влияние зон соприкосновения на озере Колдерон проще всего наблюдать непосредственно за самими людьми искусства. Благодаря Хартману у нас даже список подозреваемых есть. Осталось только послать запрос доктору Дарлингу, чтобы тот отправил кого-нибудь к домику у озера, чтобы изучить его. Так, материал исследования. Мы начали находить страницы из рукописи, вероятно, созданной Аланом Бейком, параутилитом и подозреваемым в прошлых делах, связанных с АМС на озере Колдерон. Хотя я предпочитаю дистанцироваться от своей работы и избегать субъективных оценок, в данном случае это невозможно. Я буду читателю укажу. Меня зовут Диана Мермонт.
Я являюсь руководителем отдела исследований на объекте в домике у озера. На недавно найденной странице кратко описывается моя жизнь с Джулсом, Мермонтом, моим мужем и коллегой. Мы превратились в персонажей истории, в ней приводится обобщенное предположение, которое мне следует пытаться оценить без эмоций и предрассудков. Точность сложения интригует. В тексте говорится не только о нашем прошлом в бюро, но и о высоких мыслях, которые не могут быть известны внешнему наблюдателю. Весь этот год между нами с Джулсом действительно разгорался конфликт. Возникает множество вопросов. Как Уэйк, где бы он ни находился, получил доступ к этой информации? Или, может быть, это эмоции и события стали следствием написанного им текста? Мне не верится, что способность Уэйка настолько мощна. Неужели она предопределила всю мою карьеру в ФБК? Даже если это правда, не все ли равно? Разве знание о том, что в твоей жизни управляет внешняя сила, способно изменить природу человека и его поведение и личность? Мои разногласия с Джулсом были порождены не внезапным изменением характера, а неприязнью, набиравшей силу постепенно. Несмотря на отсутствие доказательств, я твердо уверен в своей правоте, отсюда следует новый исследовательский запрос для команды. Какой методологии следует выбрать, чтобы установить, что действие человека, его разум, испытываемая им любовь или ненависть контролируется им самим? Значит, муж с женой враждовали. Жена, походу, все затеяла. Ох уж эти бабы. Я, конечно, не жена-ненавистник, но, блин, в очередной раз бабы затевают всякую муть. Мужики работают, а бабы плетут интриги всякие и прочее. Не хотелось бы, конечно, каждый раз указывать на это, но это факт. Так, что там с картой? А тут ничего нет. Опа. Не хочу туда идти. Пока что. Так, ну тут сюда я не зайду. Однозначно. Сейчас мимо машин прыгнем. Вот сюда можно зайти. ITD Production Archive. Тут ничего. И тут ничего. Что-то прогрессия. Выяснение марки печатной машинки. Так. Расследование направлено на выяснение точной марки модели печатной машинки Алана Уэйка. Пока не увенчался успехом. Мы вышли на связь со следующими источниками. Издательский дом Уэйка. Не удалось получить данный. Агент. Отказ обсуждать информацию о клиенте. Супруга. Отказ от обсуждения. Были изучены все доступные в интернете интервью, публикации, материал, связанные с Уэйком. Не удалось получить полезные данные. Соответствующая команда продолжит привлекать альтернативные источники информации. АПУ будет и далее работать с доступными печатными машинками, пока мы не узнаем марку, предпочитаемую Уэйком. Теоретически воспроизведение авторской стиля Алана Уэйка в сочетании с использованием выбранной марки печатной машинки должно привести к оптимальному результату. Руководитель проекта отмечает, что следует провести еще одно расследование и выяснить марку и тип чернил, использующихся в печатной машинке Уэйка. Так. Не застревать. Так, ну чё ж, пойдем. Показалось мне. На всякий случай между рядами пройдем, вдруг тут что-то есть полезное, что мне надо посмотреть, изучить и так далее. Нет, так нет. Но зато я буду на 100% Япона, мать, сколько мне бегать. Но мы посмотрим, вдруг что-то тут где-то лежит. Они перелистывают с печатной машинки.
Бумага такая интересная. Рулонная. Я, кстати, ни разу не печатал на рулонной бумаге. Ну, то есть, сколько принтеров, они, у них в характеристиках у некоторых указано, что типа могут печатать на рулоне, да? Но я ни разу не видел такой принтер, который бы на рулонной бумаге печатал. Ну, то есть, вживую. В теории там написано, но как это происходит, хрен его знает. Ставим лайк, кто также не видел, как и я. Какие-то коробочки вон стоят тут. О, конец близок. Хорошо. И туда потом пойдем. Блин, час 10 минут играем. Особых успехов пока не достигли. Ну, посмотрим. Ничего, короче, нет. Окей, пошли сюда. Эти краски. Оба-на. Ни хрена себе. Твою мать. О, мощи много не бывает. Дробовичок. Шесть патронов. Мы пока... Я вернулся к тому, с чего начинала. Пространственная цикличность. Как обычно, соблюдается правило 3. Мы все смотрели. Да. Так. Что это? Контейнер. Я его пропустил, получается. Где какой контейнер пропустил? Опа. Черт. Хорошо, что я захватил с собой фонарик. Ах ты черт. Сезон охоты. Блин. История должна была закончиться не так. Это точно. А почему я их не убил-то? Черт, здесь тень. Хорошо, что я захватил с собой фонарик.
Да чтоб тебя. Где кто? Ты паромчик кидаешься? Ты смотри какой. Перезарядка. Если вас сбили, уклоняйтесь от последующих атак. Быстро подняться с земли. Спасибо. Так. This contrived overlap rebounded on its. Damn, the shadow is here. Good thing I brought a flashlight. Хорошо, что я захватил с собой фонарик. Ах ты черт! На. Ты дохни ты. Не. Я не выжил тут сейчас. Ах ты черт. Я не привык еще к управлению, блин. Так. Двойка. Четверка. This contrived. Damn, the shadow is here. Good thing I brought a flashlight. Я думаю, сейчас вот так вот будем, чтобы они тут по одному лезли. На. Там еще один хер остался. Даже не один. Иди сюда. Блин, 2 патрона. Неужели? Где там еще один хер? Вон он.
Да хорош. Некоторые сотрудники были заражены. Дела шли все хуже. Убила его или нет? Куда-то ушел. Ух, отбился. Патронов ни хрена не осталось. Так, где-то здесь я ящик оставил, да? Только вот где, я так и не понял. Ты где он, этот ящик? Точка интереса. Пошли. Блин, патронов не осталось уже. Я тут вроде же был. И что тут за точка интереса? Что я здесь должен был сделать? Что там do not unplug? Это схемы тут устройства печатной машинки. Тут нет ничего, я не понимаю, что тут за точка и какого тут интереса. Мне по-любому сюда. Вот и вся точка и всего интереса. Так. Опять тут, блин, все. Может, еще дробовичок бы сюда? Где мазафака лифт? Ничего не понимаю. О, третья петля. Должна быть последняя. This page scared Jules away from the work on Wake's writing. Где мазафака патроны? Так, сохранение. Быстро. Стоп. Ящичек. О. Так, уже лучше. Уже жить можно. Тут у нас что?
Вдруг что-нибудь есть интересное. Пока ничего. I keep coming back to this Я page. постоянно возвращаюсь к этой странице. Slowly wake. It's like he's warning us. But about what? Ёп, красота. Что туда, что сюда. Ничего не понятно. Куда я иду? Там тьма. Где кто? Я не вижу пока никого. Что это? Дверь. Ой, я могу сюда зайти? Или не могу? Могу. Так, это тут генератор. Он на месте стоит. Отключать я его сейчас пока не хочу. Но, наверное, придется отключить. А, мы его сейчас куда-нибудь принесем. Контролируемые изменяющиеся явления. Куда его тащить? Закрыто. Возможно, есть другой вход. Блин, страшно. Нет. Значит, наверное, все-таки назад надо идти. Что это? Какая-то проекция непонятно чего. Оба-на. Этого не было здесь. Вот, надо сюда перенести. Без электричества не открыть. Понял. Топ. А, тут просто от двери. Идем, идем. Ага. Еще один генератор. И так получается, вот это мне надо на место вернуть, правильно? Чтоб два работало. Но пока других я вариантов не вижу.
Так, теперь включаем. Вот. Там включено, тут включено. Теперь тут можно включить. Вот, мы вышли. Туда, куда надо. Снова Here вы. again. What happened Что to с вами you? случилось? Did the people here do С this to вами you? так обошлись сотрудники объекта? Мормонты. Затуманенный разум. Alan Wake's Здесь writing is изучают being тексты, studied here. написанные Аллом Вейком. Do you know Вам anything что-нибудь о about нем him? известно? Название не имеет смысла. Будет 1000 других. They say clear communication is the Говорят, key to any взаимопонимание — основа relationship. любых отношений. You and I have some work Нам с вами together. предстоит потрудиться над этим. You said Вы Marmonts упомянули before. Мармонтов. Do they do this? Это их работа? Where are they now? Где они сейчас? Презрение. Tell me where Скажите, they где are. они? Человек в белом пальто. Christ. It's fixated on the Marmonts. Создание зациклено на Мермонтах. What did they do? Что же они натворили? Так, ну я на двойку-то так и не заехал, A получается. threshold is the Зона connection соприкосновения between связывает a чужую foreign реальность с нашей reality собственной. and our own. Now, they all have their own У каждой rules, есть свои strange as they правила, are. какими бы Further странными down I они ни went, были. С каждым the новым more этажом вокруг chaotic творился this все one больший got. хаос. Clearly, Конечно, я this оказался в was зоне the соприкосновения Cauldron Lake озера threshold, Колдрон, but но что-то не ладилось. something was wrong. Well, И не ладилось даже more больше, wrong чем than обычно. usual. Sublevel Под уровень 2. Уровень изолирован. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Под уровень 2 наблюдения. Оба-на. Там засранец какой-то сидит. Отлично. Пластиковая маска оленя. Won't open while the floor is on lockdown. Не открыть, пока этаж в изоляции. Ага, сейчас мне тут что-то оставили, конечно. Так, это 3-й уровень. Так, тут ничего нет. Вот они. Да-да-да. Чё, не открыть? Ага, потом они как все вылезут. Вот будет класс. Так, везде все красное. Патрулировали улицы. О, кофе. Пойдем. Заскочим. Ящичек. Еще один ящичек. Тут ничего. Там вот кто-то был, по-моему. Нет?
О, ключ. A higher access Второй. card. Карта более высокого уровня. Sorry, but I need this. Прошу прощения, но она мне нужна. Пусто. How many paintings do they Сколько have this картин он guy успел make? нарисовать? Так, каталог материалов, произведенных Рудольфом Лейном. Определение. Черная круглая форма среди желтых линий. В переднем плане неровный круг, нарисованный темной черной краской, фон заполнен нервными желто-коричневыми горчичными линиями. Линии иногда наслаиваются или перетекают в черный круг. Одинокое дерево, ночной пейзаж, темно-зеленое дерево, сосна, стоящая в темноте, вероятно, ночью. Пустая дорога в лесу, темная серая полоса на темном зеленом фоне. Предположить ночной лес. Серая полоса, вероятно, является дорогой. Такое предположение выдвинуто из ее расположения цвета и того, как ее ширина уменьшается. В соответствии с перспективой. Маленький белый предмет на дороге может быть страницей, написанной Аланом Вейком. Соответствующие команды были проинформированы и сейчас ведут поиск этого места с целью отыскать страницу. Желтый полумесяц на чистом холсте. На пустом холсте нарисована изогнутая желтая фигура. Возможно, полумесяц или банан. Незавершенное произведение. Описание. 3 неровных круга, один красный, второй желтый, третий зеленый. Расположены вертикально, образующие линию. Фон черно-серый, возможно, светофор. Городской пейзаж с серо-голубым небом. Черная пустота, большое количество черных спиралей. Коричневые фигуры с рогами. Ну, тут это не сильно важно, интересно. Так, пароль, да? Пароль. Важные даты события. Ну, может, где-нибудь что-нибудь сейчас тут на столе найдем. Вселял страх. Вон, туда сейчас зайдем. Много вариантов. Как уворачиваться, ты что-то забыл. Сейчас тут где-нибудь пароль и найдем. Вот тут еще одна. На годовщину, которую, как я точно помню, через неделю, если считать с этой пятницы, заказан столик в нашем любимом месте. Поедем на отдельных такси из офиса. Начальство не стоит видеть, как мы уезжаем вместе. Эти ханжи запрещают отношения между коллегами. Хорошего дня. 14:09. Сейчас с этой пятницы заказан столик в нашем любимом месте. 14:09. Календаря нет? Есть. Friday, 14. 22, значит. Или 21, или 22. 22 сентября, 22:09. 22:09. Двадцать два ноль девять, а тут 14. Сегодняшний пароль. Не забываем особенность, самая лучшая дата нашей годовщины, плюс коричневая фигура с рогами. Люблю тебя. Так. Знаешь, что случилось с Тришей? Джулс ее уволил нахрен. Неудивительно, шибко громко она верещала на последнем совещании. Так а в чем она была не права? Он ведь реальный тиран. Вот так выкажешь свои опасения, тебя возьмут и вышвырнут на улицу.
Какая еще, черт возьми, политика в отношении пароль? Какие тут могут быть проблемы безопасности? Мы в подземном правительственном бункере, черт знает где. По-моему, у них там паранойя на ровном месте. Новый пароль для терминала безопасности, как и приведено в рекомендациях, уже установлен. Базовые числа, наша годовщина, затем черная пустота. Вот. Черная пустота. Да, у этих мармотов вообще крыша едет. Наверняка Диана Джулсу на заставку какую-нибудь хрень поставила. Он и устраивает всем головную боль. Опять их семейные проблемы превращаются в проблемы для окружающих. Пароль твой не сработал. Черная пустота это 44. Так ведь? По списку картин Лейна. Мне очень надо войти, иначе рабочий день будет испорчен окончательно. 44 правильно, да. Ты знаешь, значит не в курсе, когда у нас годовщина. Что ж, удачи. Самая лучшая дата нашей годовщины. Так, это вчера. Не забываем особенно самую лучшую дату на годовщину. Плюс коричневая фигура с рогами. Люблю тебя. Плюс коричневая фигура с рогами. Люблю тебя. Так, очередной ребус. 22. 22.09.44. Фигуры с рогами. Двадцать второе, 09. Двадцать два, 09.44. Двадцать два, 09.44. Еще можешь попробовать 21.09.44. 22 0 9 44. Нет. 21 0 9 44. 0 9 22 44. 0 9 21 44. Черная круглая форма, одинокое дерево, пустая дорога в лесу, желтый полумесяц, красные зеленые круги, городской пейзаж, черная пустота, 44, да. Значит, 44, это... Так, определим коричневая фигура с рогами. Вот, 25. 25. Стоп, там 25. А тут... Коричневая фигура с рогами. 25. Двадцать второе, 09, 25. 22.09, 25. Значит, 22, 09, 25. Да. Изоляция отменена. Вы можете вернуться к работе. Почта. Мы вошли на объект. Под уровень 1. Жуткое ритуальное убийство. Нет, не ходите туда. Здесь слишком опасно.
Чёртовы рации. They're on floor one. Они уже здесь, им понадобится помощь. Так, помните о безопасности. Блокировать компьютеры. Так. Решил написать вам, поскольку меня тревожит масса пренебрежений протоколом безопасности на объекте. Список нарушений, совершенных мне на глазах. Могу отправить этот список вам. На мой взгляд, доктора Мармонте провоцируют персонал на все более безрассудное поведение. Мистер Ховард, здравствуйте. Спасибо, что поделились. Все операции и меры безопасности на объект находятся в ведении руководителя отдела исследований. Если у вас есть жалобы, обратитесь непосредственно к ним и свяжитесь с исполняющим обязанности командования бюро в Далласе. Я думал, нами руководить исполняющий обязанности командования бюро в Канзасе. Я несколько раз обращалась к ним в связи с этой проблемой, но ответа не получила. Даже если бы они ответили всем нам, прекрасно известно, что из-за изоляции старейшего дома у них не хватает персонал для проведения внутренних расследований. На мой взгляд, Мармонты намеренно используют хаос в своих целях. При обращении с испытуемыми, очевидно, нарушает акт Эша. Подобные действия должны караться. Если вы начнете внутреннее расследование, я буду вынужден подать в отставку. Так, окей. Тут мы закончили. Стоп, а где... А, вот. Сохраняемся обязательно. Сохраниться. Нельзя? Вы серьезно? Держись. Суки, скупос. Ну, просрали мы сезон охоты. Ух. Блин, а у меня нету этой, да? Вспышки. Иди сюда. Два. Четыре. Штучки. Блин, все патроны потратил, суки, вашу мать. Страница опять. Настроение слишком стерильно, пересекается со стилем выработать определение. Выбор лексики хорош, но текст непонятен. Отчет об успехах АПУ. Тьма, тьма, мрак, лес, серость, фонарик, крик,
Дыхание, кровь, озеро. Так. Темно, вскричала тьма, напомнив о внутренней тьме темного. Колодец тьмы, омут. Понятно. Структурное улучшение. Проблема тавтологии решена после нескольких этапов улучшения. Гнилая улитка засияла, одеревеневшее зерно откололось от совы. Блин, я этот бред читать не буду. Стиль настроения в ущерб понятности текста, ухудшение результата. Отладка плюс время равно успех. Мрачный лес мрачно задрожал. Снова прогресс. Есть сильные элементы, но отсутствие понимания намерения мешает достижению по желаемым результатам. Это что? Need more wake ref material. Critical. А что вот это вот не хочет выделяться? Идем дальше. Блин, у меня ни хрена нету. Дайте хоть что-нибудь. Контейнер. Вот. Куча контейнеров. Давайте сюда мне. Так. Еще контейнер. Давайте, давайте. Угу. Где еще контейнеры? Тут же были. Может, надо изменить реальность или что-то такое? Потому что тут ни хрена нет. Сегодня меня посетила одна мысль. Возможно, новое направление для исследования. Когда мы говорим, что творчество может менять реальность, мы все время вспоминаем Алана Вейка и его произведения. Быть может, у нас сложилось неверное мнение в связи с последними событиями или из-за недостатка доказательств. Но интересно, а не является ли преимуществом сама природа писательства? При помощи текста происходящее можно описывать в самых мелких деталях. И тогда у тени появляется, так сказать, схема, план того, что можно сделать реальным. Но не всегда виды искусства таковы. Музыка, изготовление скульптур, танцы, готовка еды или рисование, как в нашем случае. Если исходный материал поддается толкованию, как его истолкует тень? Думаю, Диане этот вопрос понравится. Почти наверняка у нее есть готовый ответ. За это я ее и люблю. Мужик, короче, ничего не подозревает. Я вас понял. Ножницы какие-то. Блин, у меня
Аптечек нет. Тут есть контейнеры. Да дохни ты. Сучка. История должна была закончиться не так. Да-да-да, я знаю, я в курсе. Что история должна была закончиться не так. Надо был дробовик, наверное, брать. Блин, опять. Опять это все. Флешки, херешки. Почему вот здесь? Г, сохранение. Да чтоб тебя... Да почему? Блин, опять все не так. Откуда у них столько много всего этого, блин? Сколько их, как их много-то? Вернуться от захвата можно с помощью фальшфейера. Второй. Да. Ты урод. Никак я не разберусь. Ну их что-то слишком много, и всем нужны вспышки, блин. Сейчас разберемся. Сейчас мы с вами, тварями, разберемся. Вы что думаете?
Ага. Не ждали, говнюки. Так, лечимся. Где вы, суки? Да сука. Сдохни ты уже. Все сдохли или нет? По-моему, не все. Дайте мне что-нибудь уже. Ух. Подлечиться. Так, что у нас еще есть? Ни хрена больше нет. Флешек нет. Фонарь уже на последнем издыхании. Так, ну это мы все проиграли. Пойдем сохранимся, блин. Почему мне нельзя сохраниться? Вот здесь. О. Перезапись. Вот. Чтобы я в следующий раз отсюда не начинал. Что это? Поврежденный текст сегодня в 0% усилий. Что это? Точка интереса. А тут что-то есть? Ни хрена тут нет. Нет у меня ни хрена. Да чтоб тебя, а?
Блин. Пути, а? Вы когда меня достанете тут, а? О, давай сюда, сюда, сюда. Все, все неси сюда мне. Есть. Тут какой-то один перемещатель был. Все. Наконец-то, блин. Мазафака. Мне кажется, еще не все, ни хрена. Интересно, что здесь произошло. Джулс Мармон взглянул на картину. Он не понимал ее, видел лишь хаотичное буйство красок. Медикаменты сделали Лейна покладистым, но его искусство превратилось в хаос. Джулс хотел от своей команды много больше, чем они могли сделать. Он желал, чтобы они анализировали, изучали путем проб и ошибок. Абстрактные цветные кляксы усложняли задачу. Он крепче сжал нож для бумаги. Шедевр, который он искал, находился внутри самого Лейна. Если бы Джулс мог вскрыть художника и вытащить из него картину, он бы не мешкая сделал это. Свет замигал, а ведь Джулс могла заставить Лейна сотрудничать, никаких наркотиков. Ну, а не пряник, Джулс нужно было поторопиться. Он не мог проиграть Диане, остальное было неважно. Ух. Чё? Я больше не могу писать. Я знаю, вы этого хотите, но я не могу. Я опустошен. Нет, Рудольф, вы ведь любите писать. Вы так талантливы. Такое упадочное состояние у всех художников бывает. Нет, я это ненавижу. Это меня съедает. Когда вы меня отпустите? Вы же обещали. Рудольф, вы ведь не вызвались добровольно, помните? Мы вам помочь хотим, как доктор Хартман. Может, вам стоит повидаться с нашим врачом? Это я могу устроить? Нет, нет, это... Мне уже лучше. Много лучше. Я продолжу писать. Замечательно, Рудольф, приятно это слышать. Я знал, что вы найдете в себе силы. Так. Проект Джостер. Отчет состояния объекта. Рудольф Лейн за последние несколько месяцев продемонстрировал снижение первоначально проявлялось как растущее сопротивление. Он часто отклонял просьбу выполнить работу, однако по прошествии времени и подавлению субъекта всегда соглашался. В последнее время изменилось отношение субъекта к искусству. Он не проявлял интереса к своей работе. Быстро разочаровывается, иногда даже портит или уничтожает еще незаконченное произведение. В последние месяцы его работы стали более абстрактными. Он больше не изображает реальные предметы или пейзажи. Его стиль теперь скорее подходит на концептуализм. Его сложно как-то определить или классифицировать. Является ли это внезапный интерес к абстракции формы бунтарства следствием растущего или подлинным интересом художника, неизвестным. Со вчерашнего дня субъект отказывается прикасаться к кистям и краскам. Он утверждает, что больше не будет рисовать и выражает желание уйти. Его отказ рисовать привел к приостановке исследований. Хотя команда может продолжать проводить тесты на старых картинах, по их оценкам новых данных получить почти не удастся. Для продолжения работы субъект должен продолжать рисовать. Однако команда опасается, что принуждение субъектом силой может только больше укрепить его убеждения. Доктор Джулс Мармон, руководитель отдела исследований и руководитель проекта, предложил вместе с пищей вводить субъекту высокую дозу чтобы облегчить симптомы его Если отношение испытуемого не улучшится, то в пищу будут введены низкие дозы чтобы смягчить его поведение. Блин, сколько текстов, сколько рукописей. Блин, вот это вот меня больше всего задевает. Ну, блин, нет, чтобы краткую какую-то выдержку. Кто хочет, пусть читает. Нет, надо все обязательно читать.
Максимально. Чё, ты не можешь пройти тут, что ли? Хромает тут ходит, блин. Давай, вот они, шкафчики. Быстро, аптечечку. Лечись давай. О, отлично. Так. Карта. Опять пароли. Стоп. Ящичек. Отлично. Так, тут у нас что? Ключевая особенность в стиле субъекта. Тьма, вода, Мормонте, Джамик озеро, конфликт. Никто не удосужился объяснить ему это все. Так, приказ о захвате. Одобрен захват дополнительных целей для активных исследований, связанных с проектом Арбутус на объекте Домика у озера. В приоритете следующие. Оба субъекта захвачены, доставлены для изучения в Домик у озера. Захвачен только Томита Букер. Исходя из имеющихся данных, с ней уже у нас больше шансов добиться нужных результатов, поскольку ее работа пользуется коммерческим успехом. Захвачен только Эдвард Букер, не так успешен, как Томита, но театр считается ближе к истинному искусству, чем криминальная документалистика. Вести наблюдение за субъектами на безопасном расстоянии, предпринять попытку захвата, только если представится возможность. Эта операция ни в коем случае не должна привлечь внимание местных властей. Подпись доктор Диана Мормонт, руководитель отдела исследований. Ага, так, тут ничего. Наконец-то, кто-то не рисует. Первоначальная часть, созданная субъектом рукописи, не оправдала наших ожиданий. Текст для отдельно напоминает страницы, написанные Уэйком, которые были даны в качестве примера. Почему он так сосредоточен на моем браке? Почему Джоуз главный герой? Почему все происходит в реальном домике на берегу озера? И что за чертовщина творится в небе в конце? Кто-то вообще рассказал Букеру, о чем он должен писать. А домик у озера, о тени, он должен полностью скопировать стиль Уэйка. Если он будет бездумно писать, у нас ничего не получится. Нужно разобраться с этим. Мы должны добиться прогресса как можно скорее. Почему он так несерьезно к этому относится? Когда я общался с ним, он подумал, что я актриса. Он должен понять, что мы настроены серьезно, чего бы это ни стоило. Код страницы. Задача продолжить повествование со страницы 002. Как можно точнее копирует тон повествования, стиль, содержание страницы АВ-02. Эта трещина была эмоциональна. Она протянулась через их брак, саму их основу и домик у озера. Эти мысли неотступно штурмовали разум Джилса, пока он смотрел сквозь окна домика. Закат прощался с ветреным днем. Полные дождевых капель, облака висели низко, словно не в силах выдержать тяжесть своего предназначения. Диана устроилась в своем любимом шезлонге на террасе и неотрывно смотрела на дрожащую гладь озера. Бриз легонько ласкал ее каштановые волосы, словно почувствовал в себе взгляд Джилса. Диана повернула к нему голову. Джилс поспешно перевел взгляд в другую сторону, затем его одолел досадой. Почему он позволяет ей так влиять на себя? Он взял бутылку красного вина и пододвинул к себе бокал. Пока вино заполнило бокал, в разум Джилса проникла беспокойная мысль, как он вообще здесь оказался. Они были в лаборатории, проводили эксперименты. Зачем очутились здесь? Но почему? Он вспомнил, что хотел взять перерыв от работы, чтобы наладить отношения с женой, чтобы заделать эту трещину, но не мог вспомнить, как они уехали. Вино начало переливаться через край, но Джилс даже не заметил этого. Он оставил бутылку, внимательно вгляделся в озеро. На той стороне в воздухе мелькнул легкий отблеск, будто луч, скользнувший по стеклу. Такое не заметишь, если не искать специально. Джилс чувствовал, будто уже видел нечто подобное. Но где? Джилс, окрик Дианы вернула в настоящее. Она в ужасе смотрела на небо. На террасе повисла мрачная тень. Джилс побежал к двери к жене. Так, снова пароль. Понятно. Эй, здравствуйте. Вы кто? Вы прерываете творческий процесс. Может, потом? Не может. Я агент Киран Эстевис. Я работаю на правительстве, и мне нужно узнать ваше имя. Фу. Я Эд Букер, драматург. Я как раз вошел в ритм, так что потише с топотом и воплями. Вы меня отвлекаете.
А где вы, по-вашему, сейчас находитесь? В иммерситивной писательской мастерской. Что ж, у меня плохие новости. Это не писательская мастерская. И хорошая новость. Это не писательская мастерская. Ага. Это правительственная лаборатория, в которой изучают силу творчества. Так гораздо логичнее. Оглянитесь вокруг. Разве это мастерская? Вы должны придерживаться роли. Понимаю. Моя работа тоже связана с театром. Отличные декорации, костюмы в утрированных стиле научной фантастики 70-х. Но я бы сбавил интенсивность игры процентов на 15-20. Советую как профессионал. Так, секундочку, ребятки. Есть у меня одна штука. А. Так. Сейчас, секундочку, ребятки. Так как игра много... то есть мы уже больше 2 часов сидим, но будем сидеть до конца. Вот, я боюсь, что мне не хватит места для записи игры, поэтому я сейчас почистил место. Что вы здесь делаете? Что пишете? Ну, с тех пор, как вы похитили меня в лесу, я тружусь над выданной вами рукописью. Это вроде как нужно вам для эксперимента. Точно уже не помню. Но знаете ли, в последнее время у меня был творческий кризис, и заполнение пробела в этой истории помогло мне вернуться в форму. С одной стороны, я ограничен уже существующим стилем текста, а с другой — пространство. Получилось отличное писательское упражнение. Сэр, даже если вы это не осознаете, здесь опасно. Оставайтесь в камере, пока я не разберусь с ситуацией. Понял. Никто давно не приносил мне еду. Если у вас не найдет свободной минутка, не забудьте не перекусить. И можно мой телефон? Хочу позвонить жене. Не знаю, как Тэмми удалось отыскать вас, но она попала... Я в полном восторге. Немедленно этим займусь. Так, сейчас, ребятки, секундочку. Теневые монстры символизируют капитализм, а фонарик, соответственно, силу художника. Мощь искусства прорывается через теневую пелену однотипного корпоративного дерьма. Убийственная метафора. Так. Пароль. Отлично получилось. Фильм многорубленый, но так сойдет. А что, он изолирован, что ли? Мрачные образы. Ага, хер там. Так. Пойдем сохранимся, ребята. Так, у меня есть одна флешечка и одна аптечечка.
Снова темное. Надеюсь, стекло недостаточно прочное. Так, 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 так. Не, я это просто уже все смотрел. Пойдем сохранимся. Быстрое сохранение. Вот. Все, теперь можно идти дальше. Я сюда не ходил. Тут ничего нет. Сегодня 0% усилий. Я не пойму, где тут... А, вот тут может быть. Вот он, ящичек. Спасибо за подсказочку. А какой еще объект интереса? Вот это, что ли? Ну, я же слушал все. Я уже это все слушал. Так, пароль, да? Ноль 002. Один, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон написано. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага. Какой классный пароль. Так, будьте людьми. Так, это было. День пирога. Пропал черный камень. Это мы... Так, Джилс только что прислал приказ шпионить за проектом его жены. А помнишь, когда-то мы только смеялись над идиотским названием его проектов и околонаучными глупостями, а теперь все стало так сложно. Серьезно, приказ? Диана ему башку откроет, если узнает. Ха-ха-ха. Вечно у этой парочки какие-то скандалы. Мы с Перри пропустили вчера по стаканчику, и он рассказал мне, что Джилс не собирается возвращать страницы с писаниной Бейка команде Дианы. Перри даже пришлось соврать Диане, что они потерялись. Безумие какое-то. Паула как-то сказала, что вы двое не подумываете перевестись в другое место. Неужели ты реально кинешь меня и слиняешь? Я буду звонить тебе и делиться сплетнями, я обещаю. Так, это какой-то уволенный сотрудник. Так, а тут мы... Так, это мы читали. Так, ну все получается. Тут уже больше ничего. Идем туда. Туда идем? Нет, мы идем вон туда. А вот, да, мы в тот раз сюда не попали. Или попали. Показатель, полученный за последние 48 часов, указывает на возросшую активность в зоне соприкосновения на озере Колдран, что, вероятно, означает наступление АМС в ближайшем будущем. Самый высокий показатель превысили безопасный уровень, следовательно, требовалось объявить общую тревогу и запросить помощь, приписанной к объекту группы экстренного реагирования. Тем не менее, в соответствии с последним изменением протокола тревога не была объявлена, помощь не запрошена. Команда наблюдателя не будет предпринимать никаких действий до распоряжения доктора Мермонт или Мермонт. Учитывая темпы эскалации, команда наблюдателя настоятельно рекомендует немедленно вызвать группу экстренного реагирования. Хорошо. Хорошо.
А что у нас вон там? Там мы не были. Тут туалет. Может быть, тут что-то есть? А ни хрена тут нет. Просто туалет. Местонахождение. Что-то здесь. Тут я не был. Что-нибудь тут наверняка сейчас найду. Этих мормонтов везде. Так, такие чертежи. Пицца чья-то. Блин, сейчас перекусить бы. Лифт. Было мерзко. Ни хрена себе, у него был молоточек, блин. Ты как поднял это? Охренеть. В шкафах ничего нет. Так. Фоновая информация. В 2010 году Лэйн оказался невольно вовлечен в МС-35. Это время он прожил в клинике на озере Колдерн под опекой доктора Эмиля Хартмана. Во время МС Лэйн был серьезно ранен. Его лечение в сети заняло 2 месяца. Сотрудники допросили его и постановили, что он не представляет опасности. Клиника была закрыта, после чего Лэйн переехал в Уоттери, где и проживает в настоящее время. Данное наблюдение свидетельствует о том, что Лэйн не связан с паранормальными группами. В ответ на запрос команда наблюдателя подтвердила, что на момент написания отчета Лэйн продолжает заниматься живописью. Хорошо. Очень важная информация. Don't touch. Не тыкай. Это я перевернул сейчас? Тут, получается, ничего больше нет. Took the last cup of coffee. Последний взял чашку, brew up fresh pot. Почисть, наверное, кофемашину. Ну, я думаю, примерно такой перевод. Лифт, да? Ну, получается, именно туда и надо нам идти. Тут что? Вот здесь вот. Тут просто ничего. Правильно я понимаю? Ну, я отсюда ходил. Да. Ну, пошли. И здесь, получается, мы закончили. Так. Куда мы едем с этим допуском? Моя команда была на первом подуровне. Я знал, они в опасности. Поехали. Ага. Sub-level 1. Подуровень 1. Глава отдела исследований. Сучий ты потрох. Блин. Джулс Мармонт перебил моих людей. Его захватила тень. Нет. Нужно прихватить эту пушку, пока я тут. Какую пушку?
Где какая пушка? Так. Ого, они уже бьют. Ну да, да. Надо забрать оттуда все. Ключ-карту надо забрать. You fucking bastard. А что ж делать с этим? Jules Marmont killed my team. Джулс Мармонт перебил моих людей. Ее захватил тень. I should get that gun while I'm up here. Нужно перехватить эту пушку. Пока я тут. Блин. Так, там вот тумблер, который меняет это самое. Реальность там и всю эту прочую хрень. Нужно переключить. I mean, that name is not very scientific. I mean, who came up with that? Вот. Treats me like some kind of assistant. Как мне туда идти? Бежим, бежим, бежим. Ах ты черт! А им похер вообще. От них просто надо убегать, наверное. Я пока пушку не получил такую. I mean, that name is not very scientific. I mean, who came up with that? Hell. Пробуем еще раз. Ах ты черт. Да заходи ты быстрей. Ух. А что-то хоть работа номер 5. Механизм запуска работает. Радиус распыления порошка большой. Получилось вполне неплохо. Инжектор немного расшатан. Здесь нет прилично токарного станка, чтобы подогнать деталь получше. Но, по крайней мере, все работает. Нужно больше порошка черного камня для тестирования. Я знаю, что на 5-м поддоне есть немного. Исполняющий обязанности заведующего складом не имеет доступа к этому этажу. Вот, наверное, куда это эти остатки черного камня-то и пропали. Ноль два один два один девять. 0, 2, 1, 2, 1,
9. Отлично. Так, день пирога. Будьте людьми. Пропал черный камень. Новая должность. Добрый день, Карл. Уведомляю вас, с сегодняшнего дня вы освобождаетесь от должности старшего научного сотрудника. Отныне временно исполняющий обязанности, заведующий складом нашего комплекса. Мое решение может показаться несколько спонтанным. Это ради вашего блага. Вам, человеку с аллергией на орехи, гораздо безопаснее будет работать в полном одиночестве на складе, вдали от смертоносных арахисовых пирогов. Надеюсь, смена деятельности пойдет вам на пользу. В следующий раз вы хорошенько подумайте, прежде чем строчить жалобы кадровикам. Понятно. Ой, ящичек. Флешечка. Домик у озера пошел трещинами. Мэр Монте пытались спустить воду, но она не уходила, она осталась на месте, будто в ловушке, становилась болотом. Здесь истинно управляли. Искусство было лишь имитацией, лишь материалом для экспериментов. Вымышленную складку ударил сама по себе, сжалась, смешалась, отразилась и исказилась. Городская легенда. Так. Беспорядок, искаженная логика снов, раздвоение усиления, потеря контроля, давление нарастает, скоро она прорвется наружу. Оба-на. Что такое за пушечка? Тут так и спущусь на подуровень Б. Вот что поможет мне решить все проблемы. Удерживать, чтобы зарядить выстрел гранатомета черного камня. Заряженный выстрел летят дальше, наносит большой урон. Наверное, против вот этих вот ходячих монстров. Наконец что-то подействовало на этих ублюдков. Сейчас еще будет. Топ, я что-то не посмотрел, что ли? Ну я тут все сделал, что надо. Да. Все, что нужно, я тут сделал. Спасибо. Давай сохранимся. Спасибо. Опять лифт переместился, да? Мне, наверное, надо нажать, чтобы пройти. Или нет?
Да, походу надо вернуть обратно. Тут все картинами завалено. Переключать вот в этой херне. Там лифта нет. О, лифт. Попасть к месту эксперимента на подуровне 5. На 4 я был. Тень превратила Джулса в Мармонта во враждебную паранормальную сущность. Это сильно упрощало задачу. Не нужно было писать отчеты. Можно было прикончить его, как любого другого монстра. Ошибка. Подождите. Я не 4 уровне. Подождите. А на каком я? Где я есть-то? Непонятно где. А, это картина. Здесь Мармонты держали художника. Рудольфа Лейна. Это вы, не так ли? Очертания человека. Думаю, вы Рудольф Лейн. Или когда-то бы им были. Он сам. Автопортрет. Покажи им. Слушайте, я помогла вам, но вначале мне нужна информация. Без кисти, лишь он сам. Отлично. Рудольф Лейн умирал, убийца и жертва. Он увидел, как покраснели его руки. Что это за цвет? Алый, багряный, для бордового слишком яркий. Он решил, что название лишено смысла. Оттенок был завораживающе чистым. Впервые за много лет ему захотелось написать картину. Автопортрет, чтобы попрощаться. Нет, чтобы напомнить им, чтобы они увидели, до чего довели его. Он уперся руками в стену, чтобы не упасть, и начал прямо с нее. Никаких кистей, только плоть. Мазки выходили грубыми, яростными. Он вложил в них всю свою боль, презрение, ненависть, пламя в глазах, в руках, в костях. Все вместе сложилось в очертании человека. Все произошло быстро и естественно, словно сердечный приступ. Он опустился на пол, с улыбкой глядя на стену, где темнели мазки его гнева. Так, чё, я на 4 уровень-то поеду? Четвертый уровень. На том я везде был. Так, туда спускаться нельзя. Блин, они жрут все
Не, чтоб в столовую где-то. Они прям на месте сидят и жрут. Ooh, nice office. Славный кабинет. Please wait here. Пожалуйста, ждите здесь. О. Сохранялочка. Так, тут должен быть ящичек. Ага. Больше нету. Оу. Нифига себе, вы видели? Открыл дверь. А тут еще одна дверь. Глюк классный. Так. Мне типа... А, это еще туда зайти. Все, больше ничего тут нет. Пойдем дальше. Come on. Ну же. Сориентироваться в архивах. Блин. Не трупы везде. Okay, black rock. Порошок из черного камня. Need to keep an eye out for Надо бы more of поглядывать, these. может еще попадется. Сундук. Пустой сундук. Куда мне вообще идти? Опять дерьмо с меняющимися формами. Вот и камень. Еще камень. Да и что? Суки. На всякий случай. Три патрона осталось. Надо, наверное, как-то предугадывать их появление. Вон он. И еще один. Да. Не, а подожди. Вот так. Нет? Ага, хер там. Блин. Суки. Не подходить, наверное, лучше к этим картинам. Офис доктора Мармонт. Спасибо.
Идите нахер. Куда-то я не туда иду, наверное. А не хотите мне для большой пушечки дать патрончик? Diana sat in her office. Диана сидел в своем кабинете. Слабый свет настольной лампы сдерживал тьму вокруг. Тишина в архиве ее вполне устраивала. Когда комната окрасилась в красный цвет, она хмуро всматривалась в какие-то графики. Заорал сигнал тревоги, нарушение периметра. Стены архива содрогнулись, словно сам скелет задрожал. Красные огни гасли один за другим, пустота наступала на нее со всех сторон. Диана поднялась, но бежать было некуда. Всепоглощающая глубина вокруг ужасала ее. Она поняла, что это их рук дело, ее и Джулса. Вот их амбиции и их ненависти. Настольная лампа замигала. На мгновение, прежде чем все погрузилось во тьму, она вспомнила улыбку Джулса. Так, стоп. А из этой хрени есть? Да, выйти. Подождите-ка. Суки. Я вообще найду нормально куда-нибудь? Суки, блин, да вы охренели? Уроды, блин. Как вы меня задолбали. Опять тут. Я иду вообще правильно или нет? В этом лабиринте сраном. О, хоть ящики есть. О, мне дали патрончик один. Это хорошо. Надо не пропускать ящики. По крайней мере, стараться их не пропускать. Тут вроде бы ничего нет. Сейчас как будет. Идите в жопу. Так, а тут тупик. Хотя бы ящички есть. Спасибо.
можно, не надо? Ёкарный насос. Не-не-не. Так. Изучение зоны соприкосновения. В этом году основные задачи домика у озера — изучение подавления зоны соприкосновения на озере Колдрон выполнено успешно. Мы получили интересные результаты. Это позволило нам совместно создать систему раннего оповещения. За отсутствие активных проявлений, необходимых для экспериментов, изучать соотношение между тенью и источником света непросто. Кроме того, без активного АС мы столкнулись с трудностями при разработке дополнительных средств изоляции и мер борьбы с тенью. Но теоретические исследования продолжаются. По-прежнему ведутся исследования в области техник подавления зоны соприкосновения, но определить их эффективность на данный момент невозможно. Команда проводит испытания с проекцией противоположной частотой в районе озера Колдрон. Все данные присылают доктор Дарлингу, как он и просил. Подводя итоги, отметим, что 2017 год увенчался немало успехами, а прогноз на 2018 год обещает новые открытия. Поручение провести исследование. Прежде чем доктор Дарлинг пропал во время изоляции старейшего дома, он получил сотрудниками домика у озера выявить природу тени и ее способности воплощать искусство в жизнь. Во время прилежных исследований этого явления стало понятно, что Дарлинг мыслил достаточно широко, отсюда вытекает новая цель для домика у озера и работающих в нем одаренных ученых. Требуется создать стабильное соединение между зоной соприкосновения на озере Колдрон и нашим измерением. До этого момента путешествовать в зонах соприкосновения было возможно только внутри старейшего дома и иногда во время альтернативных мировых событий, причем зачастую эти перемещения носили недобровольный характер. Влечение тени к искусству позволит создать первый в мире управляемый мост между измерениями, позволяющий передвигаться в обоих направлениях, не подвергаясь при этом опасности. На подуровне 5 будет построена лаборатория для проведения экспериментов по связи с зоной соприкосновения. Близость лаборатории к озеру Колдрон закроет целый ряд возможностей. Здесь мы планируем разрабатывать устройства для соединения зоны АМС в озере и одновременно использовать искусство как фокусную точку при создании моста. Точные методы еще не определены, но в ближайшее время будут собраны команды, которые будут заниматься изучением искусства как своеобразного якоря для измерения. Измерение реальности с помощью искусства и сопряжения измерений с помощью устройств. Подписан доктор Джулс Мармонт, руководитель отдела исследований. Ой, все как запутано. С одной стороны, это может быть интересно и увлекательно, но, блин, слишком запутанно, как по мне. Попасть. Так. О, музычка. Так, давайте без этих самых. Хорош. А то сейчас я знаю, сейчас будет потом авторские права. Так, музыкант, находившийся в домике озера, пропал из камеры. Видеонаблюдение было повреждено. Известно как. Написал песню под названием «6 глубоких вдохов». Вот это как раз, наверное, песня. Во время своего пребывания в домике озера, который доктор посчитали очень перспективным исследовательским материалом. Исчезновение значительно тормозит прогресс работы. Для поиска были приняты незначительные меры, так как расширение географии поисков создало бы неприемлемые риски для конфиденциальности проекта в домике у озера. Сейчас так, необходимые меры. Сейчас продолжается расследование относительно того, причастен ли кто-либо из сотрудников домика озера к исчезновению Использовали для побега песню, созданную ею как Все материалы также ее работы будут храниться в архиве. Вводится еженедельная проверка веб-страниц соцсетей на предмет возможного появления на публике. Siren Society.io.
Куча писанина. Так, что такое искусство исследования? Чтобы в полной мере осознать, что из себя представляет зона соприкосновения, следует вначале разобрать вопрос ее влечения к искусству. Однако следует учесть, что само понятие искусства нельзя определить лишь одним образом. Этим словом описывают самые разные явления, поэтому требуется провести изыскания, сформулировать определение и выработать метод исчисления искусства, переработав концепцию, созданную на ее основе единицу измерения. Для начала откажемся от попыток понять, как человечество определяет искусство. Для нас важнее предпочтение озера Колдрон. Нам известны случаи изменения реальности зоны соприкосновения на озере Колдрон, связанные с писательством Уэйк 2010. Ага, отсылка к первой части игры. Существует также не получивший прямого подтверждения подозрения об использовании кино Зейн 1970. А что насчет прочих форм искусства? Нужно будет проверить, возможно ли привлечение живописи, поэзии, музыки, фотографии, скульптуры, танца и так далее, не говоря о множестве жанров и методов, относящихся к каждому из видов искусства. Также возникает вопрос о ремеслах, не связанных с искусством в традиционном понимании. Достоин ли звания искусства акт творения руками настоящего мастера своего дела, работа пекаря, плотника и так далее? Что делать с формами, связанными с физическими объектами? Причем мы считаем музыку искусством, а философию нет. Чем определяется принадлежность к искусству? Формой, качеством или самим намерением выразить себя, или уравнение, в основе которого лежат всего 3 фактора? Каждый из них важнее. Какой из них важнее? Какой уровень должен достичь каждый из параметров, чтобы это уравнение получилось? Блин, вот что мне не нравится, это вот столько писанина, сидеть, изучать это вот все. Да. Блин, геймплей вообще теряется. 13 сентября 23 год. Заметки о концепции страдающего человека искусства. Очень романтичный образ чувствительного творческого ума, конечно, но какая-то правда в этом избитом образе есть. Не секрет, что Рудольф Лейн был здесь нечастен долгие годы, но, судя по собранным данным, со временем ее картины становились только лучше. Если бы Джулс не забывал постоянно проводить психологические тесты, мы могли бы оценить эмоциональное состояние субъекта и сравнить, как изменения в его творчестве связаны с его внутренним состоянием. Пожалуйста, стоит обратить на это внимание, когда буду изучать материалы по Эдварду Бейкеру. Для начала стоит определиться с набором переменных и заняться исследованием его творчества и психиатрического состояния. Потом начать добавлять негативные эмоции. Быть может, ограничить в еде и воде. Класс. Или постепенно уменьшать доступное жизненное пространство. Еще лучше. Хотя ведь именно так Джулс лишился подопытного. Надо быть поосторожнее и не оставлять у него в камере острые предметы. Так, это мы в офисе. Доктор Диана Мармонт. Домик у озера ушел под воду, амбиции Мармонтов были наконец удовлетворены. Картина послужила Джулсу приманкой, на нее клюнул весь океан, и их механизмы не смогли с этим справиться. Какая-то ошибка в системе. Внутрь хлынула вода. Заполнил все практически до отказа. Все их успехи и поражения привели именно к этому. Из-за собственных трудов они превратились в чудовищ, но домик у озера принадлежит только им, и больше никому. Они слышали, как по лаборатории бродит чужак. «Мы знаем, что ты здесь», — обратились они во тьму. Они продолжали охоту, этаж за этажом. Они никому не позволили нарушать их планы. Это их дом, их прекрасная гробница в глубинах вод. Паспорт 685298. Класс. 685298. Вот сколько писем. Доброе утро, Диана. Я только что получил письмо от Дарлинга. В нем говорится, что ты предложил проводить эксперимент на живых людях. Ты в своем уме? Представляешь, как это звучит? Что он ответил? В бюро согласны? Нет, он отказал. Ты сама знаешь, что протокол подобное запрещает. А еще он заявил, что в ближайшее время отправится в домик у озера проверить, как у нас дела. Как будто мы дети малые. Диана, для нашей репутации это просто катастрофа. Прошу, если в будущем тебе посетят такие идеи, сперва посоветуйся со мной. Здравствуй, Диана. Я внимательно изучил текст той страницы, которую мы нашли, и считаю, что нам нужно немедленно прекратить эксперименты с рукописями Уэйка. Мы не можем подвергать наших сотрудников опасности. Брось, Джулс, с каких пор тебя волнует безопасность сотрудников? Ты вовсе не хочешь их обезопасить, а свой собственный зад.
На страницах во всех подробностях описываются события, которые вот-вот должны произойти. Так, значит, мы на верном пути. Если мы научимся управлять этой силой, если подчиним ее нашей воле, то получим все, что только пожелаем. И даже то, о чем могли лишь мечтать. Истории, которые пишет АПУ, с каждым днем становятся все больше похожи на тексты Вейка. Мы должны подождать. Нет, Диана, я прямо сейчас держу в руках ту страницу. Дисбаланс, потеря контроля, домик у озера пошел трещинами. Если мы не прекратим исследовать, то неизбежно потеряем станцию, а может и не только ее. Стоит ли рисковать жизнью ради призрачного шанса на успех? Я руководитель отдела исследований, и я запрещаю тебе впредь заниматься этим проектом. Запрещаешь? Ну-ну. Это проект дела всей моей жизни. Я продолжу работать над ним, хочешь ты этого или нет. Если ты струсил, так и скажи. Я закончу начатое сама. У нас полно других направлений, выбери себе что-нибудь по душе, а Уэйк оставь мне. Уж кто-кто, а я без тебя не пропаду. Здравствуйте, доктор Мэрмонт. Я получил вашу жалобу на Джулса. Вы утверждаете, что он намеренно не отдает вашей команде материалы исследования, однако сам доктор Мэрмонт говорит, что эти документы всего-навсего затерял среди других бумаг. Я понимаю ваше негодование, но прошу, дайте команде Джулс хотя бы неделю, чтобы отыскать страницу рукописи и передать их вашим сотрудникам. Если ситуация не изменится, мы с вами подумаем, что еще можно предпринять. Надеюсь, такой вариант вас устроит. С уважением, Гарри Кингстон, администратор объекта. Понятно, вот почему и поругались супруги. Так, больше тут ничего нет, правильно? Ну, пошли. Куда я иду, хрен его знает. И что тут? Не, ну пока я ничего не нашел, что я должен тут делать. Явно что-то надо делать. Куда идти, тоже непонятно. Я не все, может, прочел там? Так, кассету мы видели. Это читали. Это вроде тоже читали. Да. Так и что? Почта тут одна, больше ничего нет. Ну, получается, все. Попасть к месту эксперимента на подуровне 5. Пошли назад. Сохраняемся. А где лифт? Wish the elevator would stop Вот бы лифт moving. перестал перемещаться. А, надо было все-таки сюда прийти, да?
Лив, ты где? Ага, класс. Ну что я тут еще должен сделать-то? Я вроде все тут посмотрел, что надо. The lake house was underwater. The Marmont's ambitions had finally been. Тут я все прочитал. Что еще я тут должен сделать? Видеокассета. Где лифт? И как я куда-то пойду? Не, ну куда-то ж мне надо идти. More shifting geometry. Но у меня еще есть форма. Great. Просто отлично. Ага. Давай сохраним сейчас. Ну и чё мне делать-то? Я вроде тут все отсмотрел, все прочитал. Тут тоже все прочитал. Что не так-то? Что здесь-то?
Куда идти-то? Кто мне подскажет? Что-то где-то вот ощущение, что кто-то тут ходит. Но очень такие ощущения непонятные. Ну и чё? Ощущение, что что-то я не сделал в этом офисе. Но вот что? Я не понимаю. Gotta find that elevator. Нужно найти тот лифт. Где его найду? Я ищу, хожу, не вижу я тут лифт. На всякий случай я проверяю. Вдруг где-нибудь лифт покажется. О, рубильник, точно. Ага. He booked the lab. Some big experiment Ради tomorrow. какого-то большого эксперимента завтра. Я не могу найти никаких сведений об этом. Bastard is Эта hiding сволочь them. все спрятала. All those years Он столько he лет steals присваивал себе credit for заслуги за my мои ideas идеи и and мою my работу, а work, теперь боится and now he's плагиата? scared of being plagiarized? Oh, that is Черт really возьми, fucking Джулс, rich, чья бы Jules. корова мычала. Oh, and he's А еще он якобы не туда reportedly положил misplaced страницы the рукописи, manuscript которые нужны pages мне I для need for работы. my work. Suddenly, И the исчезли именно exact те pages страницы, that I которые мне need to нужно reference свериться. have just vanished. He Он активно is мешает actively важнейшей работе impeding бюро. critical bureau research. I mean, if he И can do вообще, that, если он может then выкинуть what такое, is что мешает мне stopping me пойти в from лабораторию going down соединения, to не that знаю, lab? инвертировать And I усилитель don't или know, сбить just настройки inverting приемника, the или то и amplifiers другое. or misaligning the receivers or both. It's the same Это ведь thing по сути in одно и то же. principle. He booked the lab. Он забронировал Some big лабораторию ради какого-то experiment большого tomorrow. эксперимента завтра. I can't find the details Я не могу anywhere. никаких сведений найти об этом. Bastard is А, hiding все. them. This All doesn't those look like years my he style. Столько лет steals credit присвоил. from Так, my другой ideas художник. and my work, and now he's scared of being plagiarized? Oh, that is really fucking rich, Jules. Oh, and he's reportedly misplaced the manuscript pages I need for my work. Suddenly, the exact pages that I need to reference have just vanished. He is actively impeding critical bureau Так, доктор research. Каспер Дарлинг. Кое-что для начала. С тех пор, как я вернулся в Нью-Йорк, у меня из головы не выходит на управление Дэвидом Поттером. Надеюсь, переход к исследованию изменения реальности. Зондер в соприкосновении не выбил вас из седла. Похоже, ваша работа на изоляции зашла в тупик, и я решил, что вам не помешает попробовать что-то новое. Вот вам кое-что для начала. Рисунки, сделанные некоторое время назад, вы найдете в приложенном конверте. Проверьте, вызывают ли они какую-то реакцию у тени. В записях обозначить художника как R6. Ждю регулярных новостей. All those years he steals credit from my ideas and my work, and now he's scared of being plagiarized? Oh, that is really fucking rich, Jules.
Oh, and he's reportedly misplaced the manuscript pages I need for my work. Suddenly, the exact pages that I need to A light reference switch have just cord. vanished. Исчезли... Так. He is actively impeding critical Quick bureau lesson on research. light switch cords. If you find one, I mean, Увидь if такой, you дерни do 3 that, раза. then Вообще, what он is может stopping выкинуть... me Так. from going down to that lab? And I don't know, just inverting the amplifiers or misaligning the receivers or both. 3 раза It's надо the same дернуть. thing in principle. Ой, я лифт нашел. He booked the lab. Some big experiment tomorrow. Опа. the Ocean View Motel. Гостиница is a Ocean View лежит на dimensional перекрестке intersection. измерений. The doors from the lobby Через двери в фойе can нужно lead попасть куда anywhere, угодно. but На сей раз я I didn't end up in очутился the не в lobby фойе, this time. событие необычное. which was definitely unusual. Это бонус какой-то, типа? Panopticon. Паноптикум. Я снаружи, в лесу. Светит солнце, птицы поют. Ощущаю землю под ногами, ветерок. Чувствую запах дождя. Меня здесь нет, я в лесу. Солнце светит в лицо. Летят птицы, листья шуршат на ветру. Не здесь солнце, повсюду деревья. Цветочная поляна. И я снаружи. И чё? А, как с ним разговаривать? С ним же как-то можно поговорить. Я агент Кирен Эстевес, Федеральное бюро контроля. Представьтесь. Я... Этот писатель. Тихо. Who are you? Кто вы? Давненько я никого не видел. Вон там табличка с надписью «Паноптикум». Паноптикум находится в Нью-Йорке, в нашей штаб-квартире. Мы что, в старейшем доме? Думаю, вот я где. То есть вы внутри старейшего дома. Вы видите кого-нибудь живого? Я здесь, я там, дома, в тюрьме, не уходил, и я не вернусь. Я не могу. Я теряю время впустую. Сосредоточьтесь. Связи с штаб-квартиры ФБК нет уже 4 года. Что конкретно здесь произошло? На нас напали. Это был я, это были они во сне, наяву, начеку, в ловушке, на свободе, в мечтах, в удушье. Нет. Только не опять. Слишком много воспоминаний. Не-не-не-не, нет. Эй, не отвлекайтесь. Ладно. Ладно. Это блок содержания ФБК. Почему бюро задержало вас? Я там, где должен быть. Все, кто мне тут попался, или картины, или почти преступники. Кто напал на старейший дом? Мне нужно знать. Что-то меняется. Вовне. Чувствуешь? Я слышу. Мне все хуже. Ты не останешься, да? Погодите. Мне нужно понять.
Jesse I tried. Скажи Джесси, что я пытался. I really did. Я правда пытался. Творил что-то неладное. Забронил лабораторию. Так, At least my voice is back to normal. по крайней мере, мой голос пришел в норму. Так, ну чё, финальная? Пятая. Чистый оттенок. Пламя. Покажи им. О, Господи. 1, 2, 3, 4. Под уровень 5. 5, 6. Под уровень 5 эксперименты. Чего-то там. О, Боже. Мармонты открыли врата зоны соприкосновения на озере Колдрон. Сила с непредсказуемыми последствиями. Осталось лишь одно — прекратить эксперимент. Их дом. Мармонт. Вскройте малярный скотч. Это его жена. Супер. Деньги и власть портят людей. Диана внесла новшество. Типичные мармонты, блин. Что они думают? Ах ты черт. Может, надо стрелять было? Теперь должна была закончиться не так.
Да как так-то? Потеря контроля. Like I needed more problems. Как будто мне проблем хватает. Ох ты. Блин. История должна была закончиться не так. Спасибо, что подсказали. Это их дом. Так. Сейчас мы соберем тут все оружие. Ого. Нет, плохая тактика. Тактика плохая. Да беги ты. Еле бегает, блин. Ну серьезно. Какая-то ошибка в системе. Так, где еще что-то? The threshold's about to fracture. Where'd she go? Да блин. Like I needed more problems. Как будто мне проблем не хватает. Да как так-то?
Why did you idiots think this was Придурки a с good кого idea? перепух, вы решили, что это удачная идея. Черт, у меня патронов больше нет. Ах ты черт. М. Так. Чё ты так медленно бегаешь? Вот мне интересно. Очень медленно бегает. Так, все, да? Как долго-то она их собирается, а? Так, вот эту что коробочки не открыл. Да. Как она медленно бегает, это писец. Я бы там бежал, как не знаю чего. Давайте посмотрим, как надо уклонение на пробел, да? Понятно. Уже не уклониться. Уклонился, да. Да быстрее ты. Еле ходит, блин, вот реально. А чё все пусто-то?
Слабая писец. The threshold's about to fracture. Where'd she go? Так. Отлично. Like I needed more problems. Ах ты черт. Где этот хрень ходячая? Why did you idiots think this was a good idea? Да. Так, о чем такая непробиваемая это прям? И почему, блин, ни хрена ничего не было в коробках? Быстрей, быстрей. Я надеюсь, я что-то успел взять. Пусто. Ой, как ты медленно бежишь, писец. Как тебя в ФБР вообще взяли с такой подготовкой? Ну, иди сюда.
Ага. Ага. Like I needed more problems. Отлично. Так, где тут что-нибудь плюс-минус удобное? Вот она. Да, чё так быстро ходишь? Why did you idiots think this was a good idea? О, неужели? Краска. Нет, у меня времени на это. I need to shut down this threshold before it fractures. Нужно закрыть ворота в зону соприкосновения. Убийца. Agent Estevez, Эстевес стоял в лесу на окраине Брайт Фоллс. she watched Наблюдая, как Алан Вейк и Илма как Ксела арестовывают покой черный джип. Эй, Вейк! Она поняла, что именно об этом Вейк писал в ее видении. Выдумка становилась явью. the story was coming true. She Она постаралась отогнать эту мысль. it had been a good tip, Ей впрямь удалось найти Уэйка, только и всего. nothing more. Alan Wake! Алан Вейк. Когда событие в зоне соприкосновения кончилось, я вернулась на озеро Колдрон. Но на мгновение For a moment, I was somewhere else. I saw оказалась Alan где-то Wake. еще. Я увидела там Алана Уэйка. Он писал о том, что я нашла его в Брайт Фоллс в лесу. Это была хорошая наводка. Я позвонил членам своей команды, тем, кто еще оставался в живых. Сказал, чтобы они встретили меня там. I told them to meet me there. You know, Такие дела всегда сложны и запутанные, но этот they never случай get был less особенным. ambiguous or easier. This one, this was tough. 'Cause Согласно protocol says протоколу, существа вроде одержимых чудовища, они представляли угрозу, но Мэрмонты были монстрами задолго до того, как тень до них добралась. В чем же тогда разница? What's the difference? Конец главы. Это только глава? Или все-таки закон? Ну, я так понимаю, что закончилось, а не конец главы. Вы охренели такую главу делать? Deep press. Титры, по идее, должны пойти. Ну да. Clock stopped, and another shoe was dropped. Ну, что вам скажу?
Еще запутаннее дополнение получилось. Куча вот этих текстов, блин. Лучше бы сделали поменьше, побыстрее. И они очень затягивали прохождение. Пока их читал, наверное, часа полтора прошло. Вот, загадок нифига нет. Только одна с паролем и все. Но, на мой взгляд, наполнение такое себе очень неудачное. Финальная битва, ну... Не знаю даже, как это сказать. Меня не впечатлило от слова совсем. Мне кажется, дополнение это можно было не делать. Если вот предыдущий Night Springs был веселеньким, да, там с официанткой, вот мне понравился, неплохой. То есть они были три немножко разные, да, три главы. То вот это, ну, мне, честно говоря, не понравилось вообще. Загадок, вот я говорю, загадок нет, головоломок нет. Я думал, там снова надо будет стишки отгадывать. Ни хрена. Может быть, это как-то закольцевало что-то, какие-то дополнительные детали сюжета, но мне, честно говоря, вообще не понравилось. Поэтому прошли и забыли. Что ж, ребятки, на сегодня все. Это было прохождение Alan Wake. Дополнение, что там, Lake House. Да, домик у озера. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следите за обновлением канала в социальных сетях, ссылочки есть в описании. В описании есть ссылка на донат, можете поддержать мои прохождения и канал в целом. А также в группе ВКонтакте у нас часто проходят конкурсы, переходите по ссылочке, ждите анонсов. Условия там максимально простые, вы можете выиграть компьютерные игры на свой игровой аккаунт. Ну а на сегодня все, всем пока, до будущих стримов, друзья. 4 часа эта херня продлилась.